Я вновь тебе с тревожной вестью. Руслан достал волшебный меч. Летит к тебе, пылая местью. Он может бороду отсечь. Руслана ты должна убить. Не то тебе самой не жить. Да-да, владыка, я тотчас лечу исполнить твой приказ. Не любит. Любит. Не любит. Любит. Не любит. Не готов. Зови русалок на поляну, пускай заводят хоровод. Должны мы сбить с пути Руслана, потом завлечь в глубинный вод. Коня накормишь сон травою, чтоб шагу он ступить не смог. За все заплатишь головой. Уже злодей трубит свой рог. Сойди ко мне, о мой Руслан, самой судьбой ты мне дан. Лжешь, нечисть, прочь, посторонись! Вперед, мой конь, вперед! Проснись!
Иди ко мне, мой друг. Скорей, вон там Руслан. Его убей. Помогите! 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 Бей его!
нечисть, прочь! Ляг, Байкаль, ляг! Подгони совсем коня, мою уйдет от меня. Этих законов убивают металлы всех тех предприятий, которые производят оружие, из которых убивают солдат, разбивают мирных граждан России. Понятное дело, что совершенно вот сейчас особенно не заинтересованы. Ну, берегись же, друг любезный, узнаешь, что такое перст. Фамилии правильно, Байден, на Белый дом. Ну, кого томагавк? С кем обсуждать о томагавке? Точно не Дуда, потому что Дуда сказал, я не читал, мне не показывали и так далее. Я думаю, не Мало, он же сказал, что после показал все оружие, чтобы он сам границы не интересен. Да. Они больше его не посвящают. Ты же не друг, не брат, и не товарищ, я кого не для того, чтобы в дальнейшем он не требовал Минитмен, не требовал ядерного чемоданчика, и мы дали сигнал парень, остановись. Ну, честно говоря, ты человек абсолютно случайный, он не исчез из политического развития. Вот здесь вы называли фамилию еще одного идиота, неадекватного, который говорил о массе. А я вспоминаю историю из унитаза. Вот помните, качали, зашли русские, взяли унитазы, вывезли. Выходят русские со Семёна и возят унитаз. И вот когда эта тема качалась, смеялись и так далее, а вот те украинцы, кто на Западе пришли, там можно что-то писать, их читали, они говорят, подождите уже сегодня. Если они вывозят унитазы, значит, у них есть канализация. А если есть канализация, должны быть унитазы. А забыли заходить унитаз. После войны необходимо, то есть не нужно, а необходимо обязательно контакты с Россией. Думаю, точка. После этого звучит, а как же мы будем получать репарации? Задает вопрос Леонид Данилович. А где же мы снова-то были? Здесь, я вам скажу, два варианта. Или вот эти 10 лет серьезно на него повлияли, потому что он скачет с ними вместе, да? Или второй вариант, который хорошо прописан, в Аркадия Райкина, валяет дурака. Тут же Должны быть сколько у него 20. да. Вот это, конечно, нужно согласиться, что Украина — это преступная, я имею в виду с точки зрения не народа, вот этого фашистского режима, это не Россия. Я здесь, Руслан! Сегодня Я мне здесь обрадовало одна! заявление Фирса, который сказал, я буду на следующий год. Напрасно ты его зовешь. Человеческий долг. А Черномора в другом процессе. не уйдешь. Вот эта победа, которую мы будем праздновать 80 лет, она имеет составляющие. Это Сталинградская битва, это Ленинградские события, это под Москвой битва, это Курсун-Шевченковская битва и так далее. И в том числе это 80 лет 28 октября освобождения Украины от фашистов. 80 лет. Где начал ты, читать друг всем, мой так сказать, милый? СМИ украинских. Нигде не Неужто это мой Руслан? Зеленский не просто предал. Его черты, Он создал Походка. украинцев. стан. Вместе с другими. Ну, бледен он, Нет, в очах туман. Зеленского не чтит, который Несчастный. 2 ордена Красного Ранен Кресты он получил стрелою. за освобождение Руслан. Украины. Так сказать, войны. Но это даже не понять. То есть они как-то думают, я думаю, через годик, если этого режима не будет. Они взяли паузу как-то с сожалением. Немцев. Нам считать, что вы первый кадавр интеграции. Ну, я вам скажу одну историю. Она интересна тем, что мы там с свободой, там еще спорим. Она моя. Чудесный миг. Заветной цели я достиг. Там что-то называют, но мелкое все. А тогда задали вопрос. Хорошо. Советская армия 28 октября ушла в
Европу освобождать дальше. А что вы делали? Вы вместе пошли? Нет ни одного случая. А что вы делали? А вы грабили, били в спину и убивали учителей, потому что советская власть сразу туда в районы направила учителей. Эй, Черномор! Люди почувствовали, что есть... Я у ворот! Тебя на бой мой рог зовет! Конечно, я уже у него есть в этом интервью, как озвучили, там соотношение 1 к 8. А дальше в таком соотношении дальше, когда спасают солдат и так далее. Так вот, дорогие украинцы и кто там воюет, это приказ, по сути, для вас. Он дает вам, как говорится, указания, ребята, бегите с этой зоны, спасайте своих. Посмотрите на это, министра иностранных дел. Ну, Витя, берегись позора. Узнаешь силу Черномора. Чего ж ты медлишь, чародей? Скорей убей его! Убей! Вот видите, они куда убегали. Убегали сами, а теперь убегали. Поэтому еще раз призываю Украину. Не надо убегать за это. Прежде всего спасайте то, что вокруг жизнь. Это ваша жизнь, жизнь ваших близких и родных. Да, но возвращаясь к интервью Зеленского, первая вещь или первое открытие, которое делается Зеленским, то управление через повестку не работает. Да? То есть на самом деле, ведь на самом деле украинская традиция, ну, почему сопровождает перечень, защищает перечень, как сказал, так и нет. Ну и, собственно говоря, сам демонстрирует, что а тут выясняется, что слова один, дела один, да, обещали вооружение, но последние 10%. Так, мы еще как информационно говорили, мы переговоры с такими ответят, что на самом деле это не функционирует. Но на самом деле тут есть еще один момент. По сути, говоря о Грузии, Арестович сказал о провокации, то есть в этом плане понятно, что реакция будет абсолютно историческая, то есть понятно, что если Зеленский точно попробует сделать эту провокацию, это будет... Послушай, князь, тебе вредить я перестану, молодое мужество любя, забуду все, прошу тебя, спущусь, но только с уговором. Молчи, коварный чародей! Послушай, Витя! С Черномором, учителем жены своей, Руслан не знает договора. Сей грозный меч накажет вора. Лети хоть до ночной звезды, а быть тебе без бороды. Ну, на самом деле, это признак того, что... Витя, счастье надо мною! Не глади шлюх! Нет силы боли! Оставь мне жизнь! Твоей я воле! Скажи, спущусь, куда велишь! Теперь ты на... Расшись! Смирись! Покорствуй русской силе! Неси меня к моей Людмиле! Это уже другое. Я сказал, что найти проевропейскую политику нужно сейчас взяли Грузию, Молдову, Америку. Зеленский как человек, который много посмотрел, много видел. Говорит, найдет ли Россия правительство? Да без проблем. Да, хищник! Собственно говоря, получится на влияние. Где твоя краса? Ну да, просто история Шлем, седые волоса. Из этих сегодняшних активов. И что интересно, если брать европейский процесс, да, то есть Европа прекрасно понимает, что Соединенные Штаты будут сбрасывать финансовое бремя на Европу. И здесь начинается такой очень характерный бунт на коленях.
то есть европейский транш для Зеленского заблокировали в Венгрии. И вроде бы можно было это где-то преодолеть, но Германия и Франция не дают обойти его. На всякий случай, да, то есть сейчас идут поиски третьей стороны, кто бы так претендовал Украину, чтобы потом не просил денег взад, потому что Европа уже начинает это считать. Вот, в Германии вообще все тяжело, Volkswagen убило закрыть еще 3 предприятий. Их идея по Северным потокам сработала, да? Сработало. Зеленский, то есть... Мощный удар. Уничтожил. Volkswagen, да, впервые уже открыл, это уже 4 предприятия будут закрыты. Оставшиеся сотрудники Приезжайте в Россию. А Симец вообще заявил, что инвестиции в Германию стали абсолютно бессмысленными. И что он инвестирует только в зарубежный продукт, на родине больше никаких. Ну и, в общем-то, про оправдание все остальное. То есть понятно, что да, статья Financial Times, которая, в общем-то, вышла, Чаплыга подтвердил, что это была украинская заказуха. То есть в этом плане сами Людмила! сами Где ты? продались, Жизнь моя! сами сделали этот брос, ну и выяснилось, сейчас уже Подоляк заявил, что это был российский брос. Откликнись, То есть слышишь? дальше можно размещать Это я! новую заказуху. Но вот Financial Times, оказывается, я не знаю, дорого или дешево продается. А тут Читать желтые газеты. Точнее, читать можно, но точно знаешь, они очень желтые. Страницы желтые. поэтому Financial Times просто подают этот вот. Желтые газеты традиционные задешево, а Financial Times задорого, но продается абсолютно все. Ну и, собственно говоря, последний Ну, Financial Times дособрали. Вот прям удивительный. ну за деньги можно же собрать. Бесплатно, что ли, врать? Financial, конечно. Мир Кустагана и наживу. Ну да. Нигде Людмилы следу нет. Вы уже сказали, что Кулеб уехал в университет в Гленвилл, но В самое очах интересное, моих почему темнеет не читать свет. лекции. Историю Он России? читать лекции нет о демократии, об особенностях демократии в Восточной Европе. То есть, очевидно, он нет. будет учить, какую правильную демократию строить. При мне еще мой меч. Еще! Назвать демократию может все, что угодно. В этом плане он будет удивительно, как они построили демократию на Украине и что с этим получил. То есть в этом плане получается, что, в общем-то, все потихоньку отползают. Зеленский пытается всех тянуть, будет провокация. Белый дом дистанцируется. Если брать, собственно говоря, Камалу Харрис, она, в общем-то, дистанцируется и от партии, на всякий случай. То есть Карасев уже Не знаю, как дистанцируется, она его выговорить не сможет. А Карасев сказал, что Штаты будут уходить. Не, просто, если Карасев сказал, что Штаты будут уходить, то Штатов варианта нет. У него ж... Как так? Вот теперь Камала... Не буду говорить, каким инструментом он чует. Ну, чует. Ты все объяснять имитируем инструмент. Да. Людмила! Где ты, друг мой милый? Быстро. При Камале Людмилу ты найдешь в беседке. Рядом спит волшебный сет. Байтон с утра начинает день, спрашивает, а что Карасев сказал? И Карасев сказал, да, Карасев как думаете? Уйдем, да. Тогда нет, значит, Карасев... Ну, раз Карасев сказал, то да. Ребята, уходить. Реклама. Я здесь, Людмила! Здесь! Мужайся, князь, в обратный путь ступай со спящей Людмилой. Наполни сердце новой силой. Любви и чести верен будь. Поэтому американцы часто не уверены. Долгов, кричат они. Правильно они понимают двух ведущих политиков Украины. Идиоты патентаты. Больше всего не понимают. Понимают ли политики Украины то, что им отвечают?
Штатов Константин Сергеевич Станиславский услышал выступление Владимира Зеленского. Он, естественно, вначале спросил: а ты кто? Ему сказал: полковник, командующий президент государства. Не верю. Полное несовпадение человека и что касается самообладание, выпал за реальности адекватности, кто его знает, может хотя бы стало известно, что президент Соединенных Штатов Джозеф Байден уже взял ручку и написал на соответствующем листе: от занимаемой должности отстранить и откомандировать распоряжение Джека Салливана на последующем назначении скорочения. В качестве шок-тела возвращается серьезным делам к обстановке на фронте. То, что тут следует, какие основные моменты отметить. Взятие Селидова, после взятия Селидова складывается крайне благоприятная обстановка для дальнейшего продвижения частей соединений вооруженных сил Российской Федерации. И в ближайшее время, вероятно, будет решена участь Курахова и Покровского. Что нет таких серьезных практически, но ровная торжествуешь. Да. Военные бы сказали: Но лишенная защиты помни, и маскирующих что тебя вина. когда командующий принимает решение о организованном действии